Было у нас реклама на авто, потом можно посмотреть радиовещание, флайеры, различные средства массовой информации. Точно так же публичные выступления на городских мероприятиях. Мне эти выступления очень нравились, потому что у нас население достаточно небольшое, 65 тысяч человек. И когда идет какое-то мероприятие городского масштаба, собираются абсолютно все. Длится оно с утра до ночи, ну да, но самые такие вот энергозаряженные, то есть, ну, они рассасываются только утром. Вот если посчитать, в принципе, всю эту сумму для города Асбеста 40 тысяч рублей отдавать в месяц для какой-то эффективности, то есть, ну, в принципе, это не маленькие деньги, и мы, конечно же, хотим от них отдачу. Какая она должна быть, какую мы ждем, и, в принципе, что мы получаем? От 0 до 5%. Самое страшное — это 0. Еще страшнее — это 5. Кто-то пришел, но по итогу никто не пришел. То есть представьте, ну пришло 2 клиента, да, от всей массы. Сколько они должны оставить у нас денег для того, чтобы мы хоть каким-то образом оправдали не только свои средства потраченные, а еще и плюсом время. То есть на разработку элементарного дизайна флайера, я думаю, со мной многие здесь согласятся, у некоторых уходит месяц. Как правильно поставить запятую, какой должен быть текст, крупный, мелкий, какая должна быть картинка. И самое главное, чтобы он не оказался в урне. А если он окажется в урне, этот флаер, то твой потенциальный клиент должен разглядеть его именно там и все равно к тебе прийти. То есть узнать о тебе именно таким образом. А над чем мы начали работать дальше, чтобы хоть как-то не пугать себя подобной конверсии? Это эмоциональный банковский счет, который присутствует, ну, у каждого из нас внутри. А что делает клиент, когда приходит в наш фитнес-клуб? Он приходит и знакомится, он получает информацию. Информация нам для чего нужна? Ну, точнее, что он получает? Он видит, какие услуги мы ему предоставляем, он видит наш персонал, он видит обстановку вокруг. Но все-таки мы начали понимать, что нужно стимулировать клиента, чтобы он делал свои вложения уже в сам фитнес. К этому чуть позже придем. Обратили внимание вообще в принципе на то, как у нас все это дело ведется. Клиентская база. Клиентская база у нас находилась на бумажном носителе. Как искать обратную связь? Что такое бумажный носитель? Ну это вообще здорово. Да, я вижу эту анкету, которую 5 минут клиент заполнял. Смотрел, что-то не заполнил, психанул, положил. Ну ладно, если он там хотя бы свой номер телефона оставил, это здорово. Обратная связь, книга отзывов, предложений. Кто хоть раз брал в руки эту дрянь? Вот честно. Как наблюдение? Что нам дает видеонаблюдение? Мы, конечно же, видим, что фитнес-клуб открылся вовремя. Здорово. Видим, что он закрылся вовремя. Не раньше положено. Тоже замечательно. Видим, что все одетые, обутые. При бейджиках вроде бы, да? Тоже замечательно. Но мы не видим, опять же, как общается наш инструктор, либо администратор с клиентом. Что вы преследуете. То, что я для себя всегда отмечал, это сделать из своего постоянного клиента, сделать клиента восхищенным. То есть тот момент, когда он выходит, чтобы он не просто ушел, да, там вроде бы интересно, там вроде бы и здорово, чтобы он о нас больше говорил. Вот была основная задача нашего фитнес-клуба. Это то, к чему мы стремились. К чему мы пришли, это к системе лояльности UDS Game. Все наши вопросы, все наши боли, которые мы встретили, мы нашли ответы именно в этом инструменте. Вот этот мне слайд нравится. Внедрение в UDS Game. Да, с чем столкнулись? На самом-то деле все не так просто. Многим же объяснялось, что система лояльности Game — это не волшебная палочка. Это не так, что вы ее внедрили к себе и все. К вам народ потянулся, сервис резко поменялся, солнышко засияло, облака расселись. Нет, ничего подобного, надо было работать. В первую очередь это негативная реакция коллектива. То есть нужно было выводить коллектив из зоны комфорта. Зона комфорта, как она выглядела, допустим, у нас, да все достаточно просто. Мы привыкли сказать «здравствуйте», мы привыкли подать ключик от ящика, и на этом вроде бы и все. Нет. Теперь нас заставляют, я за работников говорю, нас заставляют проговаривать про систему лояльности. Вроде бы чего сложного дать клиенту скидку. Просто дай клиенту скидку. Он уже будет доволен. Почему он будет доволен? Потому что он идет с бонусной системой. Я каждый раз я вспоминаю по методу дозаправки. Много кто заправляется, Сибнефть, Газпром. Вам нравится, когда у вас бензин кончается? Денег нет. У меня такая ситуация была. Проезжаешь мимо бензоколонки,
достаешь свою карточку и заправляешься бесплатно. Вот тот же самый метод, да, но тут мы ускорили вот эти бесплатные занятия сарафанным радио. Ну, в принципе, вам это уже известно. Подскажите, вот давайте немножко с вами пообщаемся. 107, что за цифра? Кто ее встречал в своем бизнесе? Может, предположение есть? Да, Ксения? Это причина. Да, все верно. 107 причин, почему мы не должны работать с этой системой. Каждый сотрудник. В общем счете, да, 107 причин, почему нам не нужна система лояльности. Почему нам не нужны новые клиенты, почему нам не нужно, в принципе, этого проговаривать. Не хочешь работать с системой лояльности, не хочешь привлекать новых клиентов, значит, в принципе, не хочешь работать. Нет, нет. Все, мы прощаемся с сотрудниками. Ну, все достаточно и просто, пусть это для кого-то будет критично, но имейте в виду, что пока ваш бизнес сопровождают те люди, которые не настроены на его, как сказать, знаете, на улучшение, что ли, да, вот своего рода, чтобы он рос, ничего не получится. Не зря я вас спросил про ребенка и про бизнес. С кем вы его оставите? Когда клиент становится восхищенным. С помощью этого инструмента мы получили статистику. Подавая рекламу ранее, мы не знали, откуда приходит клиент, какой клиент приходит, какой возраст, вообще в принципе, какая идеология должна быть рекламы, чтобы она была эффективной, на кого мы должны работать. Здесь, ну плюс призыв к действию, конечно. Мы получили статистику. 32% мужчин, 68% женщин. Опять же, раньше мы могли об этом узнать. Могли, честно скажу, это 30 суток находиться в фитнес-клубе и каждый раз по счет вести. Только каждого не упускаем и все это дело замечаем, опять же, на бумажных носителях. Это помогло нам в дальнейшем с подачей рекламы, ну и, соответственно, увеличить конверсию. Обратите внимание, вот то, что меня больше всего радует, это глубина рекомендаций. Не говорил, к сожалению, не сказал, работа с геймом идет всего 2 месяца, 60 дней. Первый месяц была раскачка, это сидели, щупали, куда кнопочки нажимать. Когда придем к этому, когда начнем. 13 уровень рекомендаций, и как видим, клиенты пошли уже с 12 уровня. То есть представьте, вы кому-то сейчас рассказали. Дальше пошла череда 11 человек, вы знать их не знаете. Я их знаю. Они у нас все оцифрованных, я знаю. Знаю, кто кого пригласил. Что теперь идет, кто кого пригласил и, соответственно, с какого уровня он приходит. Как мы видим, потенциальные клиенты и активные. Если дальше говорить о цифрах, то есть что мы с вами видим? Клиенты на первом уровне 156 человек. Клиенты со 2 по 13 уровень — это те люди, которые пришли по рекомендации. 40 человек. Это ориентировочно у нас получается 3... ну вот у меня ниже все прописано. Оборот на первом уровне составляет 25 тысяч. Ой, 253 тысячи. Это наши основные клиенты. И оборот пришел, который с рекомендаций. 49 тысяч. Ну, 50. 50 тысяч рублей. То есть прирост клиентов за 2 месяца составил 25%. За все время ранее я представить себе не мог, что за такой промежуток времени можно привести 25% клиентов от своей общей базы. Если говорить об обороте, да, это наша первая цель была, увеличить обороты и прибыль, составила 19,3 плюсом. Есть хоть одна эффективная реклама у кого-нибудь, которая даст именно такие цифры?